Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Соволмаш. С вами, как всегда, Александр Сударев. И мы с вами находимся в ПКТБ. Не поверите, тоже Соволмаш. И сегодня как раз-таки настал тот день, когда по вашим многочисленным просьбам мы покажем, какие процессы происходят на строительной площадке. Да, действительно, то здание, где мы находимся, несмотря на наличие оборудования, это все еще строительная площадка. И сегодня работы идут достаточно бурно. Я надеюсь, что меня сейчас хорошо слышно, потому что сзади работают углошлифовальные машины, и в целом достаточно большое количество народа трудится над возведением нашего объекта. Во-первых, недалеко отходя от лазерного цеха, мы можем наблюдать, что у нас уже стоит 3 большие лазерные машины. Все лазеры уже пусконалажены, работают, выполняют свои прямые обязанности. 2 лазера у нас китайского производства, 1 российского. Далее сзади установлено, точнее сейчас производится монтаж генератора азота. Одна станция уже стоит подключена, но так как мощности увеличиваются, количество потребления азота тоже возрастает. Поэтому ребята сейчас трудятся над ее подключением, обвязкой, и далее пусконаладка пойдет. Мы с вами здесь, если посмотрим по цеху, то уже увидим, что оборудования действительно много. Давайте вспомним, что уже здесь есть. Это станки, обрабатывающие центры токарные, 1 обрабатывающий центр фрезерный, стоит термопласт-автомат двухкомпонентный для литья пластиковых деталей. Касательно лазера, здесь, как и раньше, присутствует лазерный гравер, лазер для работы с неметаллическими материалами. Приехали дополнительные ресиверы, и несмотря на обилие уже именно производственного оборудования, в цеху все еще большое количество строительных материалов. Если мы с вами посмотрим в ту сторону, то мы поймем, что там располагаются коробки, в которых складировано освещение. И это освещение сегодня в том числе устанавливает на свои законные места. То есть, к сожалению, сейчас все это рабочее пространство заставить станками оборудования мы не можем, потому что иначе не будет никакой возможности для того, чтобы продолжать именно строительные, отделочные работы. Вентиляционные коммуникации над нашими головами уже имеют достаточно высокую степень готовности по этому цеху. Уже есть выводы, выходы, туда будут вешаться зонты специальные. И это действительно не может не радовать. То есть скоро предприятие задышит полной жизнью, полной грудью. Шинопроводы смонтированы для того, чтобы обеспечить возможность подключения разного оборудования, разных производственных линий под разные габариты, размеры и типы двигателей, с которыми мы будем работать. И, по сути, все это стало возможным благодаря нашей общей работе, работе каждого инвестора, партнера по привлечению средств и работе команды по возведению всего этого. Давайте мы с вами сейчас перенесемся в другие помещения и посмотрим, что же происходит там. Сейчас на своих экранах вы видите административно-бытовой корпус, 1-й этаж. Здесь у вас видна высокая степень готовности чистовой отделки. Осуществляется монтаж, вернее, уже завершен местами даже монтаж плитки, формирование санузлов, уже устанавливается сами санузлы, раковины, сушилки для рук, то есть все, что необходимо для комфортного пребывания как гостей ПКТБ, так и его сотрудников. На 2-м же этаже мы с вами можем видеть, что также продолжается отделка, устанавливаются ограждающие конструкции, большая часть из которых уже смонтирована. Двери уже закрываются на ключ, дабы не испортить отделку. И здесь мы с вами можем наблюдать, что происходит монтаж освещения, о котором мы сегодня говорили. Стоит отметить, что лампы освещения люминесцентные, и в связи с информацией, которую мы получаем от Виталия Николаевича Дейнега, мы понимаем, что такое решение позволит без вреда для здоровья и с высоким комфортом для глаз работать и выполнять свои прямые обязанности тех сотрудников, которые будут располагаться в этих комнатах. Также мы с вами видим, что монтируются вентиляционные коммуникации, все то, что необходимо для жизни здания. На 3-м этаже, по сути, происходит то же самое, поэтому его мы покажем в следующем видеоролике. Но это речь о АБК. А теперь давайте переместимся на производственный участок, производственный
производственную часть здания на 3-м этаже. Здесь мы с вами видим следующее. Мы видим высокую степень готовности пола. Была выполнена сухая стяжка. В некоторых помещениях уже смонтирована плитка. Мы с вами видим, что монтаж вентиляционных коммуникаций поражает все возможное воображение. То есть огромные, скажем, воздуховоды, такие же, как и на 1-м этаже. Но здесь обилие инженерных конструкций тоже просто, лично меня поражает. Большое количество улиток, двигателей. Кстати, все они асинхронные, что немаловажно. И, конечно же, мы с вами наблюдаем монтаж слаботочных систем, монтаж электрики. Также далее пойдет освещение и все необходимое. Мы с вами сейчас также наблюдаем монтаж радиаторов отопления. Разводка уже подведена из пола, радиаторы подключены. Часть еще, конечно, предстоит смонтировать, но большая часть уже готова. Также, если мы перемещаемся в заднюю часть здания, мы с вами можем вспомнить. Ранее вот эти комнаты были наполнены большим количеством оборудования, как раз-таки вентиляционного. Это очистительные станции и так далее, и так далее. Сейчас же мы с вами видим то, что это оборудование начинает расходиться по своим законным местам. Идется расстановка, дальнейшая обвязка, подключение, и уже не за горами тот момент, когда будет осуществлен запуск. Ну а теперь мы с вами перемещаемся на антресоль 2-го этажа, который располагается в задней части здания, аккурат около пандусной группы. Здесь мы с вами наблюдаем тоже высокую степень готовности. Уложена плитка, смонтированы ограждающие конструкции, уложен линолеум и осуществляется монтаж вентиляционных коммуникаций, систем кондиционирования. Устанавливается монтаж под потолок. Это профиль для монтажа Армстронга. В целом, эти помещения тоже никто не забыл, давненько мы их не показывали, но работа здесь идет сейчас полным ходом. Ну и в завершении сегодняшнего видео я бы хотел поделиться своими эмоциями о том, что действительно сроки сжимаются, время идет вперед, ничто не стоит на месте. Мы работаем над коммерциализацией бизнеса, проводятся постоянные переговоры с заинтересованными клиентами, проводятся, скажем, инициативные разработки, там, где мы понимаем, что подобные решения будут востребованы на рынке. И сейчас, на текущий момент, мы подходим вот к финальной стадии проекта с уже сертифицированными продуктами. Это углошлифовальная машина 3 моделей, сертификат Евразес. То есть это очень хороший старт, который мы смогли задать еще до сдачи объекта государственной комиссии. И, опять же, повторюсь, мы находимся на стройке. И тем не менее, наша стройка, она многофункциональна. Мы работаем над разными продуктами. У нас есть система встраиваемого привода для ручного электроинструмента, бытовой техники и не только. У нас есть мотор-колеса, которые отлично покажут себя в форме исполнения лифтовых лебедок, колес для легкой техники, средней и даже тяжелой. И вот повторюсь, что все это стало возможным благодаря общим усилиям. И так как мы с вами понимаем, что сейчас, несмотря на происходящие мировые события, мы находимся в так называемом понятии «окно возможностей», так как часть европейских компаний уходит с рынков, так как рынки необходимо заполнять, мы имеем полное право уверенно зайти на эти рынки и реализовывать свою продукцию. Поэтому в очередной раз напомню, темпы строительства, завершения строительства, темпы начала полноценной коммерциализации и выхода на полные мощности сейчас зависят только от скорости поступления инвестиционных средств. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч!